Мила, очень рада видеть. Спасибо большое, что подсоединилась и к этому проекту, и к этому видео. Представься, пожалуйста, кто ты и что делаешь. Меня зовут Мила Розенштейн или Эмилия Розенштейн. Я бард, я автор песен. И что еще для меня очень важная ипостась, то, что я руковожу клубом авторской песни «Иерусалимский меридиан», которому 5 лет. Вот это для меня очень важно. Замечательно, прекрасно. Значит, проект, напомню, что это за интервью и что за вопрос. Проект «Мой Израиль». 5 минут конкретики. Я прошу собеседника или собеседницу рассказать эпизод или эпизоды из своей израильской жизни, где был участником или свидетелем. Что-то, что характерно, вот, по мнению собеседника, именно для этой страны. Важно, не прочитанное, не увиденное, не почерпнутое из медиа, личное переживание. Если удастся удержаться в этом рассказе от оценочности, вот это было хорошо, а это плохо, еще лучше. Не удастся тоже ничего. Пожалуйста, 5 минут конкретики. Мой Израиль. Мой Израиль. Что самое сильное? Это же первое впечатление о стране, да? То, что мне было больше всего тяжело. Все боятся жары, мне совершенно не было жарко, мне было хорошо. И меня всегда очень смущало то, что я не владею языком. Это было очень тяжело, это чувствуешься, чувствуешь себя как бы неполноценным. Но для того, чтобы выучить язык, конечно же, нужно пойти тут же работать, подрабатывать. По-другому не выучишь язык, даже в Ульпане не выучишь его. И я еще учась в Ульпане, то есть это в студии по изучению языка. Я репетировала сначала в Хайфе, через год я уже потом переехала в Иерусалим, мне дали там курсы. И я тут же нашла себе маленькую подработку. Значит, девушка, которая уже была к тому времени, по-моему, аж год в Израиле, а я еще только почти переехала в марте 91 года. Была какая-то общая компания, мы разговаривали, она говорит, мне нужна сменщица на работу. Я говорю, а чего ты делаешь? Она говорит, продаю бурекосы в большом супермаркете. Значит, бурекосы это такие специальные израильские пирожки, в основном из слоеного теста, нет, не обязательно. Бывают бурекосы из слоеного теста, бывают рогалики из теста дрожжевого, бывают все виды теста и с разными начинками. И я говорю, ну ладно. Иврита не знаю, то есть совсем. Совсем не знаю иврита. Значит, отдел продажи бурекосов соседствовал с колбасным отделом, где, на мое счастье, была женщина, которая владела русским языком, но она была ватика. То есть она была... Ватика – это человек, который прожил уже много лет. Она смотрит на меня и говорит, господи, как ты справишься-то? Ты же вообще не знаешь иврита. Я говорю, ну как-нибудь. Подключила какие-то свои минимальные знания английского. Но самое главное, в чем была проблема, что там были такие рельсы, в которые нужно было вставлять вот эти большие платы, на которых выкладывались мороженые бурекосы. Мороженые. Их клали в эти платы и ждали, когда они, значит, оттают, и тогда уже кладут. И у нас был хозяин вот этой точки, еврей из Марокко, Маймон его звали. И каждый раз мне моя сменщица говорила, Мила, почему опять у нас 4 подряд бурекосов, скажем, со шпинатом, и почему нет бурекоса с чем-то другим? Я говорю, я не знаю. И опять, в общем, весь смысл в том, что я совершенно не понимала, оказывается, что нужно в определенном порядке их раскладывать. Вот это что-то я совсем не усекла. А со мной Маймон не мог говорить, потому что я совсем не понимала, чего он говорит. И когда в очередной раз, 5 раз были одни бурекосы, скажем, с творогом, и ни разу не было бурекоса с яблоками или еще что-то, он пришел, посмотрел на меня, и потом меня уже перевела эта женщина, которая колбасу продавала. Он говорит, какая ты красивая, какая ты интеллигентная женщина. Ты же окончила музыкальную академию. Неужели у тебя не хватает ума понять, что на первом месте должны быть бурекосы с творогом, на втором месте с бурекосы с
со шпинатом, на третьем с картошкой. Почему ты, мне больше всего понравилось, что он потрясающе, сначала он сказал мне кучу комплиментов, что я очень красивая, что я очень умная. Ну, когда-то, да, мне тогда было 27 лет, я была, наверное, красивая. Вот. И ну почему, вот он говорит, у меня нет даже аттестата зрелости, он говорит. И я, говорит, знаю, что сначала нужно первые такие-то, такие, потом другие виды, потом третий, четвертый. А ты, у тебя есть высшее образование, у тебя есть вторая степень, и ты не соображаешь, в каком порядке. Меня тогда так рассмешило безумно. Вот что, это же надо, даже мое образование мне не помогло. Вот это один из случаев. Я очень боялась. Сейчас придет Маймон, он мне даст мне, значит, разгуляться, в общем, даст мне по мозгам. А он был, в общем, очень мил, совершенно мил. И я совершенно не почувствовала, что он даже, так сказать, восхитился моим образованием. А еще там же, значит, там же у меня была печка такая большая, в которой мы пекли эти бурексы. И не было, 91 год, не было же электрических чайников. И газовые плиты были, но газового нет было в супермаркете. И ко мне приходили работники ставить чашечки с водой для того, чтобы они вскипели. И вот меня послали в какой-то другой супермаркет продавать бурексы. И не было моей помощницы из колбасного отдела женщины. И я была совершенно одна, без иврита. Что-то я догадывалась, когда мне говорили «маза мимуле». Это чем наполнен? Вот я просто догадывалась. Так я выучивала иврит. Но тут, значит, я оказалась совершенно в другом супермаркете, в чужом. И никого не было мне помочь. И у меня, значит, закипели уже эти чашки с водой. Как им сказать, что уже кипит? Я знаю на иврите слово «уже», «квар». А как кипит, нет. И я им говорю, он подходит ко мне и говорю, «квар буль-буль». Ну, буль-буль, правильно, булькает буль-буль, да. Я смотрю, он изменился в лице, у него вытянулось лицо, он на меня посмотрел так дико, забрал чай, и я думаю, господи, что же я сказала, что же такое буль-буль-то, я же не знаю. И когда я выяснила, что это такое, я просто пот бросила. Сейчас объясняю. Значит, слово буль-буль или бюльбуль у всех на слуху. Бюльбуль это соловей на тюркских языках. И также на иврите тоже буль-буль. Это тоже соловей. Но еще есть сленговый вариант. Буль-буль это писюн малыша. Вот буль-буль это не грубое слово, а именно такое, ну как бы снисходительное. И вот я, представляете, что я ему сказала? Уже писюн. Поэтому все знают буль-буль. Это буль, или даже говорят не буль-буль, а буль-буль. Буль-буль это вот писюн мальчика. И вот я потом уже, когда услышала, думаю, боже мой, как хорошо, что я туда не вернусь. А еще был случай, но это был случай моего мужа. Это прямо реально, вот это вот все время путаница с ивритом. Когда он пришел с одним тоже Оле Хадашем, с новым репатриантом, они тогда что-то красили, подрабатывали. И вот они приходят в магазин, где там краска, всякие инструменты для стройки. И вот, значит, им нужно купить молоток. Этот парень говорит моему мужу, слушай, как будет молоток на иврите? Мой муж говорит, потише. Он говорит, ну как же молоток? Мой муж говорит, потише. Он говорит, хватит уже, что потише, потише? Как молоток будет? А молоток это потише. Потише. Вот такие вот вещи. Вот это то, что мы сами все, в общем, на себя испытали. Наверное, что-то еще было. Ну, ничего на самом деле плохого не было. Все было хорошо. Сначала было тяжело, конечно, с языком. Но как только я пошла работать, потом я получила курсы в Иерусалиме, и из Хайфа уехала в Иерусалиме, и получила лицензию на преподавание, уже все пошло потихонечку. Замечательно. Спасибо большое, Милочка. Разговоры о бурекисах просто у меня вызывают бурчание в животе, потому что сразу чувствуешь голод. Это было ужасно. Ты знаешь, что я делала, чтобы не поправиться? Это же зверский запах вот этого свежего. Я начала, естественно, поправляться. Что я делала? Между бурекосами и колбасами стояла большая банка с маслинами. И в тот момент, когда у меня был очень сильный голод, вот это вот вызывало прямо слюну, я брала маслинку, и таким образом я спасалась от того, чтобы не есть эти бурек. Сначала я их ела, это было невозможно.
Просто не, Ну, я слушай, бы начала это, поправлять. по-моему, еще хуже. Это солености, они вызывают чувство Ну, по возбуждают крайней аппетит. мере, Ну, неважно. это мне давало, во-первых, Ну, вот, маслина очень как бы насыщенная, питательная, это не какой-то огурец, скажем, соленый, а маслина, она с маслом, но это масло мне, тоже. правда, спасало остановиться, чтобы не съесть бурекс. Это просто было Не ужасно. съесть миллион. А я вот предвкушаю бурекисы, потому и скоро поеду в Израиль. И замечательно. Очень рада была видеть на Зуме, и скоро увидимся вживую. Спасибо, я очень жду, Спасибо. потому что в прошлый раз нам не удалось с тобой встретиться, я очень надеюсь, А что мы теперь лично будет. познакомимся. Веточка, спасибо за внимание. Спасибо большое и до встречи. Пока. До свидания.